Добрый день, дорогие раки! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на эту весну 2025 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Будем с вами разбираться. Это весна действий. И готовьтесь планировать март, апрель и май 2025. Да, ребят, это гороскоп по декадный. И я буду разную информацию рассказывать для раков первой декады, второй и третьей. И да, если вы солнечный рак, то первая декада – это те раки, кто родился в июне. Раки, которые родились с 1 по 10 июля, это вторая декада. И третья декада, кто родился с 11 июля и до знака зодиака Лев. Вы мне скажете, чем же отличаются, но если вы имеете надсмотренность, то вы понимаете, что раки июньские совершенно отличаются от июльских. Но и в июле раки тоже между собой разные, потому что такие самое мощное, основное, вот прям рак, это кто родился во второй декаде, да, то есть с 1 по 10 число. А те, кто родился с 11 и до львов, уже больше оттеняют львов, уже более такие дерзкие, уже более такие яркие, уже хочется вот прихвастнуть, хочется совершенно другие свои грани открыть. Ну и, конечно же, не забываем, первая декада раков – это июньские, те, кто очень сильно подвижные. Похожи они на близнецов, это коммуникаторы, те, которые могут договориться. И здесь нет хороших и плохих, здесь просто есть тот момент времени, в который мы родились, и это нормально, ребят. Поэтому, если вы солнечный рак, то градация такая. И если вы рак по асценденту, то здесь 30 градусов делите четко на 3, потому что здесь момент времени, когда эти аспекты подойдут, в какой декаде они будут проигрывать. Ну что, ребят, поехали, будем с вами планировать. Не просто так я назвала это видео «Весна действий», потому что от нас, от всех ждут звезды, не знаю, планеты, как угодно называйте. У нас перед этой весной в новолуние, которое случилось 28 февраля, был парад планет, и этот парад планет у нас будет еще в следующее новолуние, которое закончится как раз-таки коридор затмений. У нас в этом марте вообще, я бы сказала, такой звездный такой мощный напор эмоций, настроений и состояний, который, конечно же, нас зарядит на всю весну. И здесь, если рассматривать событийно по планетам, то у нас со 2 марта уже мы в самом, я бы сказала, начале вечеринки. Со 2 марта по 13 апреля, ребят, у нас ретроградная Венера. Это правда, ретроградная Венера у нас в марте находится в Овне и в конце марта переходит снова в Рыбы. С 14 марта у нас коридор затмений начинается лунным затмением. Это будет полнолуние в Деве. Да, на этот момент мы все будем четкие, нам все будет понятно, нам все будет вроде как адекватно, но здесь начинается самое интересное. С 15 марта у нас включается на небе ретроградный Меркурий. Чувствуете, да, вот как слишком много стекается событий, красок. Но если вы смотрели мой осенний гороскоп в 2024, вы знали, я тогда уже это все рассказывала, что у нас весной будет именно здесь такая звездная вечеринка. Поэтому с 15 марта у нас включается ретроградный Меркурий, он тоже будет в Овне, то есть энергия будет шарашить. Для раков это будет вообще очень-очень важный такой месяц, собственно, да. Ретроградный Меркурий будет у нас с 15 марта по 7 апреля, традиционно 3 недели. И да, коридор затмений с 14 марта начинается лунным затмением или полнолунием в Деве и заканчивается солнечным затмением или новолунием в Овне. То есть сначала мы будем такие активные, действенные, продуктивные. И в конце коридора затмений, это 29 марта, мы будем такие дерзкие, вспыльчивые, напряженные. И здесь главное не вспылить. Да, плюсом у нас еще с ночи с 26 по 27 марта, все зависит от того, в какой части планеты вы сейчас находитесь. У нас еще Лилит меняет знак, переходит из
таких пластичных весов в знак зодиака Скорпион. И, естественно, на раков это будет очень сильно влиять эмоционально в том числе. Собираем, да, все события этого марта. И в конце марта, 30 числа, у нас Нептун меняет знак, переходит из Рыб в Овна. Здесь, конечно же, какие-то раки порадуются, но где-то будет и сложнее. То есть это только март. То есть вот я по звездной просто амплитуде рассказала просто март. Естественно, у нас будет такое активное время. Еще мы находимся в растущем лунном цикле. Еще буквально у нас неделька до коридора затмений. Коридор затмений будет на убывающем лунном цикле, поэтому там сложно будет делать какие-то новые дела, активности, идти вперед. Если кто-то сможет, если эмоционально получается, ребята, конечно, делайте, потому что коридор затмений это всегда такой эмоциональный всплеск. Почему получается в коридор затмений криво? Потому что много эмоций. Мы, как правило, своими эмоциями сбиваем все события, поэтому бывает не получается то, что мы хотим, то, что мы запланировали, да? Поэтому, если у вас есть какие-то максимальные действия и желания, то сейчас вот вторую неделю марта самое прекрасное время делать. Здесь и для раков и первой, и второй, и третьей декады идем на ускорение. Максимально аккуратно становимся с расслабляющим каким-то образом жизни, с покупками, тратами, потому что здесь ретроградная Венера. Обычно, что мы делаем в период ретроградной Венеры, а длится этот период 6 недель, мы после него как-то сожалеем. У нас какой-то момент еще такой непонятных эмоций, но в этом году у нас после ретроградной Венеры будет очень такой очень мощный и сильный аспект в апреле. Длиться будет целый месяц, такой агрессивный. Поэтому здесь, конечно же, в этот период ретроградной Венеры я бы советовала не агрессировать, не делать каких-то действий, после которых и захочется очень сильно рубить отношения, выходить из них, ругаться, ссориться. То есть быть максимально тактичным, потому что у нас и ретроградная Венера, и ретроградный Меркурий, они у нас будут в Овне. Про что Овен? Это борьба, это движение вперед, это активность, это дерзость, это когда мы ораторы, не смотрим вообще ни на что, просто идем вперед и очень часто упираемся в стену, заблуждаемся, не смотрим по сторонам, нам вообще без разницы мнение близких, родных, общественное в том числе. У нас силы столько, что можем все это задвинуть, но когда проходит этот период, потому что у нас 29-30 марта и ретро-Венера, и ретро-Меркурий, они возвращаются снова в Рыбу, наступает такой, знаете, эмоциональный момент, когда мы будем эмоционально обдумывать, а что мы такого сотворили, зачем. То есть может прийти такая большая доля сожаления. Слава богу, там растущий лунный цикл, когда будут появляться силы что-то делать, активничать, но, как правило, уже мы наговорили лишнего с лихвой, мы уже столько наворотили, что уже потом самим за себя стыдно, поэтому здесь будьте аккуратны в эти периоды ретроградной Венеры и Меркурия, проверяйте тщательно документы, проверяйте тщательно свой ход мыслей, что говорится, что делается, чтобы не, я бы так сказала, не разбить свою репутацию вот так в пыль, да, то есть чтобы сохранить свое лицо, потому что Венера это все-таки про наш внешний вид, про нашу репутацию, это то самое, как нас инициируют люди, да, и то, с помощью чего у нас получается хорошо там зарабатывать деньги, хорошо выглядеть. То есть наше лицо перед другими людьми, то есть репутация. Такое очень важное, мощное, емкое слово, поэтому здесь постарайтесь аккуратно в марте. Эмоций будет много, потому что коридор затмений это в основной своей массе история, когда накопилось очень много всяких наших действий, да, и вот они всегда же замешаны здесь кармические узлы. У нас кармические узлы очень сильно связаны с этим коридором затмений. Вот кто осенний гороскоп смотрел, вы, ребят, все знаете, вы это уже слышали. Я говорила, что вот осенний коридор затмений в 2024 это такая маленькая репетиция вот этого коридора затмений, да. Просто мы к этому моменту пришли, мы теперь понимаем, что за последние полгода с нами случилось многое, и сейчас мы, конечно же, хотим ситуацию исправить, выправить, сделать ее гораздо лучше и интереснее. Поэтому здесь, да, только вперед, только красиво, только тактично, и постарайтесь
Не рубить сгоряча в марте, вот не делая таких резких действий, поступать по мудрости. Я бы это так сказала, по мудрости, по человечности. Раки любой декады способны вам эти эмоции. Я понимаю, что у вас у всех энергии разные, да. В целом у раков этой весной однозначно, ребят, нужно всем вверх, нужно побороть свои страхи, наладить контакт со своей второй половинкой, любовь, отношения в том числе. Потому что я читала все ваши комментарии на кармическом гороскопе, который вышел в январе, да, этого года, и на годовом прогнозе, который вышел в августе прошлого года, что собственно штормит нормально. Это неплохо. Если штормит, это говорит о том, что только мы засиделись и нужно идти вперед. У раков каждой декады свои задачи, однозначно. Я сейчас буду рассказывать про каждую декаду и как каждой декаде выправить вот свою вот эту ситуацию, чтобы из минуса сделать плюс, чтобы вот такой сложной напряженки сделать вот ту самую интересную жизнь, которой хочется, потому что я истинно считаю, и я руководствуюсь этим, что зачем нам тогда нужна астрология, да, лучше уж забежать вперед, посмотреть события, которые нас там ждут, да, и начать сейчас это исправлять, изменять, чтобы потом уже не было этих событий. Понимаете, да, о чем я говорю? И да, у раков первой декады, конечно же, ребята, здесь такой очень мощный, сложный момент. Здесь, конечно же, если у вас к настоящему моменту накопились какие-то там страхи, естественно, может быть очень много у раков, да, у нас у всех есть страхи, чтобы вы понимали, у всех. Страхи, долги. Долги это тоже страхи по-своему, только в финансовой, материальной такой оболочке, да, когда мы не идем вперед, не развиваемся, не берем тот социальный статус, который нам хочется, мы вот так малодушничаем, мы вот так скромничаем, мы говорим, ой, да ладно, мы недостойны, вот как-то вот, может, это не про нас история, вот кто-то может, а я не могу. Да вы можете, ребят. Аспекты, если есть, значит, вы можете, и это однозначно так. Ну, то есть здесь нужно разобраться со своими страхами, разобраться со своими долгами, подключить свои эмоции, вырулить в нужное русло, потому что, да, здесь аспект, конечно же, Нептуна. Нептун скоро перейдет в конце месяца в Овна, и раки первой декады будут чувствовать эти эмоции еще сильнее. Это может быть как депрессивное состояние, как состояние тревоги, как состояние, что нас не любят, как состояние, что у нас ничего не получается. Кто-то даже может говорить, что мы неудачники. Но, ребят, позвольте, удача случается с теми, кто регулярно производит какие-то действия, и потом на основе сложившихся множества действий приходит дата самая удача. Не бывает удачи на пустом месте, поэтому здесь история просто такого персонального регулярного труда. Понимаете, да? И я бы вот ракам первой декады посоветовала бы, конечно же, потрудиться, постараться. Да, может даже где-то применить это слово попахать, произвести действия, за которые в результате получится очень хороший такой финансовый выхлоп в виде социальной реализации, в виде накопленной, купленной вами лично недвижимости в том числе, да, потому что аспект Сатурна грядет следом. У нас 25 мая Сатурн меняет знак, из Рыб переходит в Овна, и уже первую декаду раков будет прям подстегивать и толкать в свою недвижимость сильно. То есть, а если вы хотите свою недвижимость, то, конечно же, необходимо, чтобы на этот момент времени у вас долги были закрыты. То есть вот такая история. То есть не получается, да, на больших-больших каких-то долгах хорошие финансовые истории накопительные, да. То есть я думаю, вы это все прекрасно понимаете, да. Причинно-следственные связи. Естественно, чтобы позволить себе вот это все, нужно реально разобраться со страхами, почему у вас это нет. Многие же думают как, что если у меня есть вот эти там долги, окей, там прокручусь, вот так вот это получится. Так нет, это надо быстро взять вот это все, собраться, составить себе план, потому что если приходит аспект Сатурна, нас всегда заставляют делать выбор. То есть выбор, мы остаемся там, где мы есть, либо мы ускоряемся, усложняемся, становимся сильнее, перемалываем эти трудности, эти все финансовые вопросы, идем вперед.
Отличная тактика. Я всегда, когда говорю, вот так надо делать, просто смотреть на ситуацию четко. Сатурн добавляет четкости, да, Нептун добавляет вот этого размытого, депрессивного, ленного состояния, когда нам себя жалко, мы в эмоциях вот этих копаемся. Уходим от этого, ребят. Ну, потому что этот аспект Нептуна может дать еще и любовь, в том числе, да, такую страстную, которую многие хотят, но и боятся в том числе, потому что очень много страхов, ребят. Но скажу вам, что работа со страхами будет идти вам только в плюс. Поэтому выпишите все свои страхи. Я знаю, что страхи для того и созданы, для того, чтобы мы максимально боялись и ничего не делали. Выпишите себе все свои страхи и поймите, что это всего лишь страхи. Когда вот вы их напишете, вы скажете: ой, а что так, это же так, как так по-детски, так просто, так вы что даже посмеетесь где-то над собой, поплачете и посмеетесь. Это нормально, ребят. Но у всех, даже у жестких знаков зодиака тоже есть страхи. Вот если вы думаете, у всех они есть. Особенно, когда приходит Лилит. Лилит, чтобы вы понимали, что вы не одни, приходит в конце марта. Очень на таких аспектах достаточно сильных приходит к ракам первой декады, чтобы вы понимали, что вы не одни, да, приходит к козерогам, в том числе, чтобы вы понимали, да, первой декады, ну, то есть, чтобы у вас не было каких-то иллюзий, что вот есть знаки, которым очень хорошо и легко, и, естественно, приходит к тельцам первой декады. Поэтому здесь, ребят, разбираемся, делаем. Нет пути назад, нельзя. Потому что амбиции, планы, желания, если сильные на эту жизнь, ну давайте тогда вперед, потому что весна на самом деле действенная. Те раки второй декады. Здесь, конечно же, скажу, что 10 июня у нас Юпитер меняет знак. Он из Близнецов входит в Рака и целый год будет вот по Раку туда-сюда ерзать, да. И здесь, дорогие раки, 1, 2, 3 декады, понимаете, что этот аспект соединения Юпитера с Солнцем очень классный креативный аспект. Влиять будет в разные моменты времени на всех раков. Но большую часть будет все-таки трогать и в ретроградном движении находиться с осени и всю зиму. Да? Как правило, у нас в первой неделе февраля разворачивается с ретроградного движения Юпитер. И, как правило, там в октябре он уходит в ретроградное движение. То есть всю почти пол осени, зиму, всю будет находиться в раках второй декады. То есть, а это, если вы вот к тому моменту, к осеннему, не сделаете то, что вы хотите, а вы, объясняю вам на птичках, чего вы хотите. Плюс к тому еще моменту еще Лилит подкатится ко второй декаде Скорпиона и будет делать вот этот вот трин, которых вот сейчас весной будет доставать раков первой декады. Да, ребят, время потом придет рака второй декады. Так вот. А у вас хочется что? Максимально себя проявить, поднять свой социальный статус, развитие, образование, переехать, сменить окружение. Переезд это будет в другую часть города, либо будет с увеличением, ну то есть улучшение своего места жительства, улучшение жилплощади, то есть новый круг знакомств, то есть расширение, такой масштаб вашей личности. Либо же это может быть за граница, либо это же может быть какой-то опыт заграничный, какой-нибудь стажировка международное, обучение, международное образование в том числе. Съездить, посмотреть на мир и вернуться – тоже хорошая абсолютная история для рака второй декады, особенно если вы это планировали. Ну, ребят, здесь нужно. И вот чтобы вот оно там случилось, да, нужно так к этому идти сейчас, нужно вот сейчас весной это делать, потому что максимально на это даются силы, активность, действий. И, ребята, оно все у вас будет. С учетом того, что Сатурн вот зимой сейчас шел по второй декаде Рыб и делал прекрасный, шикарный трин к ракам второй декады. Скажите, дорогие раки, купили ли вы на этом аспекте квартиру, недвижимость? Получилось ли у вас заработать очень много денег? Потому что это тот аспект Сатурна, который дает работать в удовольствие. Когда нет какого-то такого дикого напряжения, но получается сделать очень много работы в какой-то короткий срок, получить от этого удовольствие, финансовое такое хорошее удовлетворение, материальное в своей работе. И здесь, конечно же, это очень важно, потому что если вы не сделали, давайте еще делайте сейчас, пока еще это настроение есть. И если вы там вот зачатки вот этого сделали, кто-то мог встретить нам свою вторую половинку, это хорошее время, кто-то подал, например, заявление в ЗАГС, тоже нормально, жениться собрался, потому что на таком аспекте Сатурна тоже люди женятся, это очень хорошая история. Поэтому здесь, ребят, скажу вам, что
раки второй декады, давайте вот в этом марте максимально вот в это свое развитие, ну вот если вы там еще не начали, то сейчас нужно начинать, если вы вот там вот зимой начали, да, вот сейчас продолжать только еще с большей высотой, вот брать как можно больше, сильнее, ярче, и вот не стесняться. Будете малодушничать, будет сложно. Раки третьей декады. О чем здесь? Ну, вообще, ребята, у вас все новое, потому что здесь сейчас еще Уран идет до 7 июля 2025 года. У нас Уран находится в третьей декаде Тельца, а значит делает прекрасный секстиль ракам третьей декады. О чем это? Вы скажете мне сейчас, наконец-то от нас ушла оппозиция Плутона. Ну, Плутон сейчас в Водолее, на раков не оказывает влияния к Солнцу в транзитных картах никак, да, то есть нету такого жесткого трэша, который был, но здесь Уран, который говорит, будешь идти в новое развитие, новые возможности, новые движения, новые проекты, и будет у вас классно. То есть это те проекты, которые залетают, которые случаются даже когда вы думали, что как такое вообще возможно, да? То есть это когда говорят, ой, а я недостоин. То есть начинаете вот малодушничать, себя как-то занижать. Не надо, ребят, нужно идти в развитие. Я не говорю, что на этом аспекте нужно уходить из семьи, если где-то вы устали, потому что раки третьей декады могли как-то вот устать, где-то напряжение могло быть, да, потому что здесь все-таки Лилит еще вот всю эту зиму шла по третьей декаде весов и делала вот раком третьей декады как раз-таки квадратуру, когда было очень страшно пойти в развитие, когда очень страшно что-то делать, то здесь, конечно же, что? Нужно максимально сейчас идти вперед, нужно максимально ускоряться, особенно после марта, ну то есть если у вас есть такой, знаете, вот очень сильный страх, тогда вот после, вот чувствуете, вот проснулись утром, и вам хорошо, вы такие думаете, ой, а идея-то вообще неплохая. Надо, ребят, надо. Начинайте идти вперед, потому что если не идти вперед в новое развитие, тогда, конечно же, вся эта нереализованность остается в семье, люди начинают чудить дома, начинают выходить из отношений, искать что-то новое где-то на стороне, какие-то новые отношения. Зачем оно вам надо? Кармические задачи раков – это жить в семье, любви, верности. Вот это счастье, которое нужно понимать. То есть это история, которая должна идти изнутри, внутренней наполненности, да, внутренней радости, того, что куда вы идете, куда вы стремитесь. Да. И семья очень важный такой тыл для раков, очень важный такой тыл, когда вот в мире происходит все такое разное, да, странно, а дома вот так хорошо. Поэтому вот такая история, ребята. Будут максимально разрушаться старые истории, будут хорошо идти новые истории. И здесь нужно не бояться, хотя, скажу вам так, в мир, который будет ускоряться с этого лета буквально из следующего года, когда уже Уран войдет, конечно же, в Близнецы, будет очень сильно быстрый, будем на таких скоростях с вами начнем нестись, да, поэтому здесь, конечно же, понимаете, что надо действовать в свое время. Поэтому да, март вот он вот такой осознанный должно быть все понятно, поэтому я и говорю, составьте план, напишите действия, составьте план, куда вы хотите пойти, честно, максимально честно, потому что у нас после коридора затмений, после марта, первые 2 недели апреля, то есть у нас там еще неделя ретроградного Меркурия, потом еще до 13 апреля еще ретроградная Венера, вот это все в рыбах, когда мы эмоционируем, когда у нас эмоции кипят, да, и вот только к середине апреля мы будем собираться, и там у нас, да, ребят, вспомните, пожалуйста, все те моменты, которые были с вами осенью 2024 года, октябрь и ноябрь. Помните, у нас там был на небе такой мощный, сильный аспект Марс в оппозиции с Плутоном. Так вот, этот аспект к нам вернется буквально с 13 апреля по 12 мая. То есть будет опять такая мощность эмоций, захватывать дух, отношения будут сбиваться, напряжение. Про что здесь? Здесь, конечно же, нужно действовать. Это такой очень сильный, мощный прорывной аспект. Это аспект силы, да? Это аспект действий, когда нельзя бездействовать. Это аспект построения силы, построения бизнеса, когда нужно в условиях там, трансформации больших изменений в мире, потому что Марс, Плутон – это всегда изменения в мире, да? Нужно действовать.
Плюсом у нас еще это аспект больших денег в том числе. То есть понимаете, где должен быть такой мощный рывок, да, с 13 апреля по 12 мая. Это я сейчас для всех раков говорю и скажу, как именно на каждую декаду повлияет эта история. Плюсом у нас еще самый точный вот диапазон этого аспекта будет с 21 по 28 апреля. Плюсом у нас здесь подключается еще Солнце в оппозиции с Лилит, которая в Скорпионе. И все вот это добро складывается Солнце, Лилит, Марс, Плутон. Складывается в большую такую астрологическую конфигурацию, большой квадрат или большой крест называется. То есть это конфигурация, когда события мировые, глобальные, масштабные, захотят нас как-то промять и продавить. События, естественно, в мире будут случаться. Март и апрель будут такими мощными на события. Март вообще будет неоднозначно на глобальные события. Апрель будет много реализованных действий и событий масштабных. И здесь нужно вот в этом не утонуть, не погрязнуть. Мы помним, что все, что случается во всем мире, это прекрасно. Но у нас есть своя жизнь, и мы все понимаем, куда мы идем. Еще раз говорю, составляем план и действуем по плану. И да, вот этот период времени, конечно же, с 21 по 28 будет самый мощный его диапазон. И с 13 апреля вот рассчитываете вот эту вот амплитуду, да, то есть будет вот такая горка, и уже в мае начнет так скатываться амплитуда, не настолько сильно будет, но... Как повлияет это все на раков? Ну, ребят, скажу так, что на раков первой декады этот аспект действенный повлияет как большой толчок. То есть ваши страхи, ваши переживания, все те моменты, с которыми вы не разобрались до настоящего момента, то есть до середины апреля, да, будут максимально вас волновать, а тем более, если они будут связаны с какими-то глобальными событиями, вы зависите, мы все зависим от финансовой составляющей, как будут меняться финансы, их уровень, курсы валюты и тому подобное, да, то есть, чтобы здесь все понимали, как это все будет работать, да, потому что здесь же у нас две оси, здесь у нас ось свободы и самопроявления, то есть лев, водолей, здесь ось больших денег, своих и чужих, то есть телец и скорпион, чтобы здесь эту историю понимать. И для раков скажу, что это будет такой момент очень сильного большого толчка, самосохранения, мощного, активного, действенного, да, для раков первой декады, да, где-то будет какое-то вот такое вот напряжение, потому что уже Нептун перейдет в Овна, и будет такое чувство страха, чувство неопределенности. И если вот это чувство будет вас толкать вперед в развитии, вот то, что я сказала, да, вот такой большой мощный план, тогда будет очень хорошо. Но если же вы провалитесь в этих своих эмоциях, ну тогда весна будет, скажу, ну такая на эмоциях провальных, но в конце весны Сатурн, когда войдет в Овна, тогда раком первой декады будет такой прям, ну накопятся финансовые вопросы, очень много рабочих вопросов, будет изменения в работе большие, очень мощные и сильные, которые заставят работу поменять и множество чего изменить. Поэтому я все-таки говорю, что сейчас идти на опережение событий, это именно раки первой декады. Ни хорошее, ни плохое, но стоит задуматься, потому что здесь такие достаточно сложные будут у вас кармические задачи, вопросики, потому что кармические узлы идут на оси рыбы-девы, да, и делают как раз-таки квадратуру к ракам первой декады, поэтому здесь такие будут больше напряженненькие вопросы, да, но все-таки потом летом придет Юпитер, возникнет такая небольшая доля оптимизма, но если к этому моменту, как придет Юпитер, вы уже много чего сделаете и вырулите свою финансовую составляющую, тогда летом к вашему дню рождения у вас будет прорыв, большой прорыв, очень хороший, очень классный, и будет вот как раз-таки то самое, когда легко все получается. Ну так я про то, что сейчас нужно сделать очень классно, чтобы потом было еще лучше. Не чтобы потом разгребать под давлением эмоций, понимаете?
У рака второй декады скажу, что здесь момент более такой расслабленный, здесь момент просто идти вперед, идти делать. И если вот да, ребят, сейчас не сделать, то вторая половина 2025 года будет гораздо скромнее, чем хотелось бы. Вторая половина 2025 и зима 26 будет гораздо скромнее. Но вам же хочется со звездочкой, вам же хочется как раз-таки в ту самую историю красивую, интересную. Если это история любви, то сейчас встречайтесь, заводите романы. Кстати, недавно вышло большое видео «Любовный гороскоп» для всех знаков зодиака. Там и любовный кризис рассказала, все возможности, и как найти то самое взаимопонимание, если его не было, и вам его хочется. Поэтому здесь, если вы хотите, чтобы 25 и 26 год у вас раки второй декады были, какие яркие, любовные отношения, страсть, семья, на этих аспектах люди женятся, заводят новых членов семьи, это детишки, это всегда масштаб, дети всегда к масштабу, к расширению финансов в том числе к расширению недвижимости. И все эти прекрасные аспекты раки второй декады вас догонят. У вас очень сильно будет стоять вопрос во второй половине 2025 года, но чтобы этот вопрос там стал, сейчас нужно, по крайней мере, найти себе вторую половинку, да, но вот в период ретроградной Венеры будьте, пожалуйста, очень тактичными, красивыми, будьте очень, я бы так сказала, честными, да, потому что, как правило, в период ретроградной Венеры мы все творим в любовной сфере какую-то дичь. Не надо так, не надо это делать, делайте хорошо, делайте красиво, поступайте со вторыми половинками так, как вы хотите, чтобы поступали с вами. И тогда все будет хорошо. Вот прям закон кармы, вот он сработает как надо. Ну и раки, конечно же, третьей декады. Да, у вас большая, мощная история со звездочкой. Движемся вперед, активничаем, развиваемся. Потому что, ребята, скажу я вам так, у вас еще Сатурн идет по третьей декаде рыб, а значит, у вас прекрасный, шикарный, роскошный трин к Солнцу раков третьей декады. Ребят, максимально много делаем, вкладываемся в работу, в действие, смотрим недвижимость, если вы хотите ее приобрести. Просто так никто не подарит. Ну, никто не подарит. То есть нужно сейчас максимально включаться, наводить, смотреть. Где-то, если у вас не хватает, посмотреть все финансовые возможности, как можно максимально быстро эту сумму получить, потом ее отбить. То есть, чтобы это все было красиво, чинно и благородно. Кармические задачи от вас просят и требуют именно это действовать. И задачи у вас как раз-таки к вашему Солнцу не такие сложные, как к ракам первой декады. Поэтому здесь, дорогие мои любимые раки третьей декады, действуем. Ни в коем случае не провисаем, не тонем в каких-то там эмоциях, переживаниях. Нет, только вперед, только действуем. Да, страшно. Здесь Лилит как раз-таки еще сейчас делает квадратуру к вашему Солнцу. Это когда максимально мы считаем, мы недостойны. Отмотайте родословную книгу, вспомните своих предков, кто в какой момент своей жизни сдался, не пошел вперед, потому что это, как правило, вот такие родовые страхи, когда идет квадратура Лилит или оппозиция Лилит, когда перед нами в семье кто-то не смог, побоялся, подумал, да зачем это нужно, вроде как и достаточно, или были другие какие-то очень сильные обстоятельства, с которыми люди не справились, и такое тоже бывает, это не говорит о том, что они плохие, ну вот не в силу обстоятельств не получилось. Знаете, что если вы сейчас смотрите этот гороскоп, у вас есть эта информация, то вы как минимум владеете ситуацией, вы понимаете, что вы точно справитесь. То есть и все эти трудности, которые будут сбрасываться на вас, вы будете понимать, что оно так и должно было быть. То есть оно реально должно так быть для чего? Чтобы ценили, чтобы потом купленная там недвижимость, рывок в социальном развитии, чтобы вы потом просто так при малейшей трудности и сложности не отказались от этого. Или там в отношениях, например, или там трудности какие-нибудь, не знаю, в зачатии ребеночка, потому что здесь еще и аспект Нептуна, а Нептун это тоже к детям, да. То есть или в любовной сфере вам захотелось создать семью, но как-то вот вам страшно, потому что вроде как у вас в семье все жили несчастно. А вам вот хочется с изюминкой, вам хочется по любви, вам хочется со страстью, а у вас так никогда не было. А вы возьмите и сделайте. И это классно. То есть у вас есть уже как минимум это понимание, потому что я вот вам это впрямую сказала, ребята.
И да, скажу, что у всех раков будут потихонечку в любовной сфере и в работе, и в карьере все эти же вопросы отстреливаться. То есть сейчас это раки третьей декады, потом будут еще и раки первой декады, когда Лилит поменяет знак, потом еще будут раки второй декады и раки третьей декады к концу 2025 года, когда как раз таки Лилит перейдет в третью декаду Скорпиона, будет уже трин Лилит к вашему Солнцу, не квадрат, а трин, то есть понимаете временной диапазон, да, но сейчас есть вероятность, что вы все-таки, ваши страхи победят, не страхи победят, а вы сдадитесь. Это правда, это та честная правда, которую многие боятся слышать. Но, ребят, давайте будем честными. Если вы сейчас это услышали, вы поняли, что эта задача, ну вообще прям, не какие-то там завиральные, да, то есть это задачи реально нормальные. И вы их понимаете, вы идете туда, вы понимаете, чего хотите. Но на эту весну нужно составить вот этот мощный план. И вот этот вот прорыв для раков каждой декады с 13 апреля по 12 мая, это очень классный момент. Это очень классная точка действий. Когда как раз таки захочется там залениться, забояться, страшненько, вот это все. Не надо так. Да, если раскладывать события мая, то 4 мая у нас Плутон уходит в ретроградное движение. Ежегодное действие с мая по октябрь, по середину октября плюс-минус, да, каждый год он уходит в ретроградное движение. Это наша работа над ошибками наших больших глобальных финансов, мыслей, масштабов действий. То есть и здесь понимаем, где не доработали, честно себе говорим и делаем, просто делаем, и тогда разворачивается Плутон, снова идет в директном положении, и нам хорошо. То есть делаем, ребят. 25 мая 2025, красивая дата, у нас Сатурн выходит из знака зодиака Рыб и входит в Овна. И да, и здесь начнется такая, знаете, мощная история, которая будет как раз-таки вот с этого момента, конец весны, начинается история напряжения на раков первой декады, то есть движение вперед очень сильно здесь уже будут, ну, естественно, за недельку до этого начнет уже оттенять аспект, но, как правило, все аспекты Сатурна работают на расходящемся аспекте, да, то есть он включился, то есть аспект пришел, там прошла неделя, он начинает сходить с одного Солнца, и история такая прям напряженная включается, поэтому где-то в июне уже начнут вопросики с долгами, с работой, с финансами, их резко начнет не хватать под какие-то нужды, даже если нет долгов, да, скажете, ё-моё, так надо же было делать, действия были, силы, желания, почему-то не сделали. Делайте с апреля по май. Да, для раков второй декады здесь, конечно же, скажу, что уже аспект Сатурна не будет влиять, будут плавно подбираться кармические узлы, и вопросики будут уже сложнее, чем, например, в начале весны, да, то есть летом уже сложнее будет те же самые вопросы реализации, переезда, ситуации будут складываться сложнее, они будут как будто тяжелее происходить, чем сейчас. Сейчас это как-то легче, да, потому что нету вот этого, вот этих квадратур к Солнцу рака второй декады. Я вот о чем, ребят. Поэтому здесь понимайте, что действую сейчас, получается очень даже хорошо. Ну и раки третьей декады, когда Сатурн как раз-таки взойдет в Овна, ах, ребята, станет полегче, конечно же, станет полегче, но если в вашей натальной карте, там уже и Сатурн будет в Овне, там и Нептун будет в Овне, то есть уже не будет такого аспекта классного вот такого вот двигаться вперед, это будет так вот очень сильно нравиться, да, то есть аспект пока будет, не будет такой мощной отдачи, но еще у нас Сатурн и Нептун осенью 25 года все-таки развернутся в ретроградное движение и пойдут обратно в третью декаду рака, поэтому там будет еще небольшой момент
момент осенью завершить вот эти вот свои дела вот с этой эмоцией, движением, когда идешь вперед, планомерно, четко, верно, с Сатурном, да, как раз таки, ну и на вдохновение Нептуна. Поэтому здесь, мои дорогие, ну если вы сейчас, например, не женитесь, не создадите семью, не обзаведетесь недвижимостью, работой или тем финансовым достатком, который хотите, то тогда еще осенью есть такое маленькое окно возможностей, там совсем недолго будут эти планеты находиться в рыбах, совсем прям чуточку, но не стоит уповать на это время, и это будут только те раки, кто родились прям близко-близко ко льву. То есть уже 20 числа, понимаете, что уже другие раки, даже третьей декады, не всех заденет этот аспект. Чувствуете, да? Поэтому здесь максимально сейчас до конца мая внедряйте все свои желания, все свои планы, реализацию. И тогда, дорогие раки, и первой, и второй, и третьей декады все у вас будет хорошо. Потому что вы молодцы, потому что вы кардинальный знак, потому что если вы приняли решение идти вперед, вы его принимаете, и вы идете вперед. Так держать. Только так все будет хорошо, не утопаем в эмоциях, депрессивных состояниях, не надо. То есть у нас есть всегда выбор, да, то есть у нас, например, что-то случается в жизни, да, случается какое-то событие, да, потом у нас происходит такая вот фаза страданий, мы переживаем, думаем, да как это выглядит, да как мы с этого справимся, и вот следующая фаза действий. Так вот скажу, вот от этого события и до действий, вот эта фаза, она вообще не обязательна, поэтому составьте план, чтобы меньше страдать, утопать в каких-то эмоциях, потому что вы можете. И не надо как-то демонизировать кармический коридор затмения. Он кармический в силу всех наших предыдущих действий. Карма это и есть наши все предыдущие действия, которые стеклись вот в этот момент времени. И сейчас вот надо быстренько за 2 недели его разгрести. Разгребайте все свои завалы вот в эти 2 недели кармического коридора затмения, и будет все хорошо. Не утопайте вот в этой эмоциональной фазе, которая не обязательно, и все будет тоже прекрасно. Ребят, спасибо большое, что были здесь, спасибо, что досмотрели этот гороскоп до конца. Я желаю вам потрясающей весны действий. По классике в конце актуальные ролики, если вы их еще не смотрели, примите верное решение, посмотрите. Но я желаю вам всего потрясающего. Ну а если остались вопросы, оставляйте в комментариях дату, время, место рождения и ваш вопрос. И я открою вашу натальную карту и вашу транзитную карту и скажу, как именно вам поступить в этой ситуации, если вдруг вы очень сильно устали. И вот как-то уже кажется, что очень сильно трясет, да, а может быть это вообще все не мое, а может быть и ваше, просто страшно. Ну что, ребят, прощаюсь и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.